Привет! Это Halo 100, беспроводная уличная колонка от Tronsmart. Разумеется, слушать можно ее не только на улице. Помещение в 15-20 квадратов она также сможет раскачать без проблем. Тем не менее, благодаря влагозащите по стандарту IPX6, а также встроенным визуальным эффектам, колонка однозначно сможет создать отличную атмосферу где-нибудь на даче или во время отдыха на природе. Однако в долгий пеший поход такую штуку я бы скорее всего с собой не брал. Вес устройства составляет порядка 3 кг, если быть точным, то 2,72. И все же для удобства транспортировки на корпусе предусмотрена мягкая ручка. По ощущениям она изготовлена из кожи, но это не точно. Все имеющиеся в устройстве разъемы и интерфейсы спрятаны под силиконовой заглушкой на задней стороне корпуса. По возможностям воспроизведения имеется все, кроме радио. Звук может проигрываться с microSD карты или с USB флеш накопителя, по AUX интерфейсу или же классическим способом посредством встроенного Bluetooth модуля версии 5.3. Аудиокодек для этого дела тут единственный. Это старый добрый SBC. Панель управления расположили в верхнем торце. Клавишный блок покрыт силиконовой защитой, а некоторые значки функций подсвечиваются при нажатии. В частности, во время проигрывания музыки лампочки имеются у кнопки Power, переключателя режимов подсветки и активатора надстройки Sound Pulse. Помимо этого на панели разместили клавиши play-паузы, плюс и минус для регулировки громкости и переключения композиций в плейлисте, а также кнопку M, которая отвечает за режимы проигрывания. С помощью нее можно выбирать источник воспроизведения, SD-карточку, USB-флешку, AUX и Bluetooth интерфейсы. Кнопки здесь механические и нажимаются мягко, с хорошей отдачей и легким щелчком-откликом. В целом к сборке устройства у меня претензий нет, стыки ровные, детали подогнаны хорошо. По звуковой части колонка имеет 5 основных элементов. Один высокочастотный твиттер, 2 твиттера средней частоты и большой вуферный динамик. Ну а для обеспечения той самой басовой мощности в заднюю стенку под крышкой поместили 6-дюймовый пассивный радиатор. Суммарная выходная мощность колонки заявлена в 60 Вт, а диапазон поддерживаемых частот варьируется в интервале от 40 до 20 тысяч Гц. Среднечастотные твиттеры и главный динамик обрамлены кольцевой светодиодной подсветкой. Светится это дело всеми цветами радуги и в 5 различных сценариях на выбор. При необходимости данные эффекты можно принудительно выключить. Дабы случайно что-то не повредить, область с динамиками покрыта металлической акустической сеткой. Перфорация довольно крупная, так что появление под ней пыли это лишь вопрос времени. Но в любом случае внешнее устройство выглядит очень классно и уровень его опрятности будет напрямую зависеть от условий эксплуатации. Несмотря на то, что практически все функции можно так или иначе активировать с самой колонки, для нее все же имеется поддержка фирменным приложением Tronsmart. В первую очередь я рекомендую его установить для обновления. Из коробки на старте одно уже прилетало. Ну а сам интерфейс программы довольно простой. На главной странице можно узнать об уровне оставшегося заряда, а также удаленно управлять функциями мультимедиа. Следующая страница посвящена звуку. Здесь находится ручной эквалайзер и несколько музыкальных пресетов. Ну и на последней вкладке можно выбрать режим работы подсветки и источник воспроизведения. Теперь что по звуку. Если попробовать его описать в 2 словах, то колонка очень громкая и басовитая. Как я уже успел отметить ранее, она способна раскачать не только уличные посиделки, но и небольшую домашнюю вечеринку. Бас здесь очень мощный, хлесткий и масштабный, в особенности если слушать какую-то современную электронику. Ноги сами так и тянутся в пляс. Лично меня, как и в большинстве случаев с колонками Tronsmart, очень порадовала надстройка Sound Pulse. При ее активации добавляется больше деталей в среднем регистре и звук становится сочнее и драйвовее. Вокал и инструменты при таком подходе можно хорошо различить даже несмотря на бесспорное преобладание низов. Верхние частоты при этом никуда не пропадают, а наоборот становятся более четкими и выразительными. Остальные же надстройки из приложения мне показались менее сбалансированными. Там то и дело какой-то из регистров вылезает на первый план, что возможно и помогает раскрыться звуку в определенных жанрах, однако если ваша музыкальная коллекция очень разнообразна в этом плане, то скорее всего Sound Pulse включать вы будете чаще всего. Конечно, при желании можно накрутить и свой пресет, ручной эквалайзер здесь имеется, но если заморачиваться особо не хочется, то стоковое звучание Sound Pulse, который, как я уже говорил, можно активировать прямо с кнопки на колонке, скорее всего станет обычным сценарием использования этого устройства. В силу того, что колонка очень громкая, то и питаться ей нужно от мощной батареи. Внутри устройства установили аккумуляторный блок на 12 тысяч мАч, и по заявлению производителя колонка сможет отработать на одном заряде целых 18 часов.
Однако это значение справедливо лишь в условиях громкости не более 50% от максимума и при выключенной подсветке. Если же врубить колонку на всю катушку, да еще и с цветомузыкой, то часов за 5 плюс-минус она утратит свой заряд. И уже последующие 5,5 часов ее необходимо будет питать от розетки. И да, в процессе пополнения энергии ей при желании по-прежнему можно будет пользоваться. Помимо всего прочего, раз уж я рассказываю про автономность, уточню еще один момент. В большинстве случаев уровень громкости свыше 50% вам скорее всего не понадобится, колонка однозначно не тихая. При этом ощутимый прирост этой самой громкости, особенно если слушать с близкого расстояния, происходит в интервале от 0 до 60-70%. Оставшийся отрезок уровень звука прибавляет медленнее. Сделано это скорее всего для того, чтобы избежать перегрузов, потому как даже на самом максимуме в басовых электронных композициях каши не слышно, динамики не захлебываются. От этой громкости быстрее уши начнут заворачиваться или прибежит недовольный сосед. Друзья, ну и небольшой фрагмент работы данной колоночки я решил все-таки вставить в этот обзор, потому как, многие, наверное, захотят послушать, по крайней мере, услышать громкость данной колонки, насколько она громкая, потому что, особо смысловой какой-то нагрузки, почувствовать качество звука, я не вижу смысла в таких тестах, поэтому я редко, когда вообще включаю Bluetooth колонки в кадре, потому что, я не вижу смысла, потому что у каждого есть свой источник, он слушает по-своему, то есть это очень такое вот на тоненького, скажем так. Но, тем не менее, сейчас мы проверяем именно громкость данной колонки, потому что в ролике я говорил о том, что более 50%, наверное, в помещении выкручивать вам не придется, потому что колонка очень громкая. Сейчас запустим No Copyright Music, да, чтобы нам не прилетели какие-нибудь авторские права, хотя и с этого канала тоже иногда авторские права прилетают. Тем не менее, в любом случае попробуем, может быть, что-то и нормально получится. Итак, я включаю. Сейчас у меня громкость стоит на где-то 25%. Я начинаю прибавлять. Вот сейчас у меня где-то 40% стоит. Если можно видеть, сейчас уже 50 прибавилось, я понимаю, что не особо видно, но тем не менее. Вот так вот звучит колонка без саундпульса. С саундпульсом вот таким вот образом. Ну и давайте максимум включим, не знаю. Вот максимум. В общем, вот такая вот история по поводу громкости данной колонки. Не знаю, как по мне, здесь ее за глаза. Возможно, кому-то ее будет мало, но тем не менее, вот как есть, сколько насыпали, столько, собственно, у нас и получается громкости. Ну и еще один момент я хотел бы озвучить, так сказать, напоследок. В Tron Smart Halo 100 есть еще одна функция, о которой в описании почему-то не заявлено, ну или я плохо смотрел. Так вот, если к колонке подключить смартфон по интерфейсу USB-A, то она может выступать в качестве пауэрбанка и пополнять энергию телефона. Понятное дело, что скорость зарядки будет медленная, но тем не менее оживить севший в ноль аппарат возможность имеется. Таким образом, если вы подыскиваете себе громкую колонку для уличных посиделок и не только, то рекомендую присмотреться к данному устройству. Играет хорошо и довольно мощно. Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Спасибо, что посмотрели это видео. Лайк, подписка по желанию. Скоро увидимся. Пока-пока.